Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень быструю супер глазурь для куличей буквально из двух основных ингредиентов. Делать я ее буду без куриных белков, без желатина и без молока. Готовится эта глазурь очень просто и быстро, как я уже и сказала, на отваре нута, то есть турецкого горошка. На вкус абсолютно не чувствуется никакого горошка в этой глазури. Вкус у нее очень легкий, воздушный, слегка легкий ореховый оттенок есть во вкусе. По вкусу она ближе всего напоминает обычную классическую глазурь на куриных белках. Глазурь очень бюджетная, она абсолютно не липнет уже буквально через 4-6 часов. При нарезании она практически не крошится. Конечно же, идеальнейшая в этом плане глазурь – это глазурь на желатине, но тот, кто не любит глазурь на белках, кто боится сырых белков, кто не ест желатин, вот эту глазурь я бы очень даже рекомендовала. Вот так вот она прекрасно нарезается. И главное, что она очень проста в приготовлении. Итак, выливаю сейчас в ковшик отвар нута. В данном случае у меня получится примерно 150 грамм отвара этого горошка. Горошек нам не понадобится, его можно использовать для других целей, для других блюд. И я сейчас буду уваривать этот отвар примерно в 3 раза. То есть его нужно уварить обязательно, чтобы консистенция белка была как можно гуще. Ставлю сейчас на полный огонь. Жду, пока сейчас отвар у меня полностью закипит. И с этого момента, вот когда полностью начнет кипеть масса, я убавляю огонь ровно вдвое, наполовину и буду уваривать ровно 10 минут. Я уже просто знаю свою плиту, знаю этот свой ковшик, он должен быть с толстым дном. Не накрываем, обязательно без крышки его увариваем. У меня есть подробные видео также по увариванию этого отвара и для белков заварного крема без яиц, для зефира без яиц. У меня прошло 10 минут, вот так выглядит сейчас мой отвар. Я уже знаю примерно, сколько это должно быть в ковшике. 40 грамм. Если вы уварили отвар нута слишком сильно, допустим, у вас не 40 грамм на выходе получилось, а 30, вы можете перед взбиванием добавить туда 10 грамм просто теплой кипяченой воды и взбивать уже у вас так и будет 40 грамм отвара. То есть в этом нет никакой проблемы. Главное его не сжечь, этот отвар. Сейчас я также через сито обязательно сливаю уже в ту емкость, где буду взбивать. 41 грамм у меня получилось общей массы отвара, идеальный отвар. То есть он еще теплый, но я все равно его буду взбивать. При отваре нута температура не влияет здесь никак. То есть он очень простой в приготовлении. Уварить отвар нута вы можете и заранее. Если вы варите сами этот горошек, вы также сливаете воду, уже когда у вас горошек готов, полностью сварен, и также ее можно уваривать. Пакетик ванильного сахара добавила, чтобы он пока еще отвар у меня жидкий, чтобы он полностью растворился. Ровно минуту я взбивала здесь отвар. И все, и теперь начинаю добавлять сахарную пудру. В 3 приема 160 грамм сахарной пудры. То есть сахарной пудры беру в 4 раза больше, чем отвар горошка. Сразу хочу сказать, многие производители делают очень соленым этот отвар, то есть горошек сам. Вот когда мы смотрим в табличке вот эту вот полосочку, где у нас соль обозначена, 0,4 грамма. Это максимально соли на 100 грамм продукта должно быть, не выше. Потому что бывает даже и 0,5, и 0,6, вот это уже много, уже соль будет чувствоваться. Когда до 0,4 грамма, вот это нормально. 0,3 грамма бывает, вот это идеально будет. Если вы сами его хотите сварить, то можно вообще соль не добавлять. Но соль здесь не чувствуется никак во вкусе. У меня здесь 0,4 грамма. Добавляю вот так постепенно всю сахарную пудру и прорабатываю буквально по полминуты. Взбивается очень быстро вся эта масса. Когда я уже взбила эту массу, вот так вот собираю сейчас обязательно со стеночек все, потому что там у меня был уже недовзбитый отвар на стеночках. Добавляю 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Здесь смысловой нагрузки она никакой не имеет, просто для кислинки. Я люблю глазурь с кислинкой, потому что глазурь сладкая. И глазурь уже готова. На данном этапе вы можете ее оставить вот так. То есть вы можете из нее отсаживать замысловатые какие-то звездочки уже из насадки. Можете также листики, окрашивается она прекрасно. Но я добавлю еще 3 столовые ложки теплой кипяченой воды. Вот уже более жидкая она становится, еще ложку добавляю и буквально по 20 секунд здесь прорабатываю миксером. Сразу хочу ответить на вопрос в комментариях, как белковую глазурь, когда мы рояль айсинг делаем, не получится у нас здесь так, она слишком будет темная. То есть нужен миксер обязательно.
Сейчас меня консистенция практически устраивает, можно и так оставить, но я добавлю 1/3 столовую ложку воды. Добавляю 1/3 ложку и прорабатываю еще примерно 20 секунд миксером. И глазурь моя готова. Делается она элементарно, просто и быстро. Как я уже сказала, 2 основных ингредиента. Вы можете не добавлять ни ванилин, ни лимонную кислоту. Вместо лимонной кислоты можно добавить и лимонный сок, чтобы была просто кислинка. Лимонная кислота здесь просто нужна нам для кислинки. Если вы ее хотите иметь, эту кислинку. Можно вместо ванильного ароматизатора добавлять также и ромовый ароматизатор, и горького миндаля, и, естественно, всех ягод и фруктов, если у вас есть эссенция. Все это можно. Сразу ничего здесь не жду. Перекладываю глазурь в кондитерский мешок и сразу же наношу ее на куличи. Так удобнее всего. Вы можете ложкой ее просто наносить, можете просто куличи как бы погружать в эту глазурь, и уже у них будет оставаться шапочка. Сразу хочу сказать, что эта глазурь идеально подходит именно для покрытие верха кулича, не вот для этих подтеков, потому что, как правило, ломаются именно подтеки с боков. Она идеально подходит для тех куличей, которые мы не освобождаем от бумажной упаковочки, в которой мы выпекаем. Вот эта глазурь будет идеальная. Эта глазурь высохнет идеально за ночь. То есть это не быстро сохнущая глазурь, как на желатине или, допустим, на шоколаде. Чем больше вы ее разбавляете водой, тем дольше она будет сохнуть. Если вы ее сделаете вот такой густой, как я сначала показывала ее консистенцию, она у вас будет высыхать буквально за час. Но все будет зависеть от того, как вы ее хотите видеть потом на куличе. Ложится она идеально просто ровно. То есть она очень красиво покрывает все изделие, поверхность. Очень красиво стекают эти подтеки. Здесь самое главное — знать принцип, вовремя остановиться с этим взбиванием, потому что взбивать долго здесь ничего не нужно. Сразу же посыпаем посыпками, сразу же выставляем все украшения на эти куличи. Все как нам хочется и нравится здесь по дизайну. Я украшаю цветочками из мастики. Их я всегда готовлю заранее, они у меня есть всегда в герметичном контейнере. И для тортов я их также использую, и для куличей. Как их сделать, есть подробные видео на моем канале. Я, естественно, ссылочку вам оставлю в описании в инфобоксе под данным видео. Эту глазурь прекрасно можно окрашивать различными пищевыми, гелевыми, водорастворимыми красителями. Она прекрасно держит форму. Ей также можно делать различные украшения, ей можно рисовать на изделии. И, как я уже сказала, лучше всего идеально покрывать именно верх изделия. Не боковину, а верх изделия этой глазурью. И тогда вы будете иметь отличное изделие и отличный результат. И превосходный, легкий, ненавязчивый вкус. Сейчас я оставлю эти куличи высушиваться на ночь. Но буквально, знаю уже из многолетнего опыта, через 6 часов они уже будут полностью готовы даже для нарезания. Конечно, эта глазурь, она не такая устойчивая, как на желатине. Я никогда не перестану говорить, что на желатине идеальная просто глазурь для куличей. Подробнейшее видео с разбором ошибок есть на моем канале по желатиновой глазури. Настоятельно рекомендую вам пройти по ссылочке внизу под видео, я ее оставлю на то видео по желатиновой глазури и обязательно ее посмотреть. Но если сравнивать именно вот эту глазурь на нутовом отваре с глазурью на сырых белках, эта глазурь в разы лучше, чем белковая глазурь, на мой взгляд. У нее есть свои плюсы, свои минусы, но она тоже имеет место быть. Кто не ест сырые белки, кто их не любит, их запаха, их консистенции, кто не ест желатин, много таких людей, кто не употребляет желатин в пищу, очень советую ее приготовить. Вот так она выглядит уже на утро. У меня прошло здесь уже примерно 8 часов. Через 6 часов эта глазурь полностью всегда сухая. Так же, как и если пряники, я тоже много раз делала и пряники с ней, с этой глазурью покрывала. Также и печенье можно покрывать. Все это можно. Сейчас покажу, как она ведет себя в пакете. Сразу говорю, в пакете долго оставлять эти куличи, покрытые этой глазурью, я не рекомендую, потому что они начинают как бы не то что размокать, она может становиться мягкой в пакете. То есть быстренько перевезли для перевозки, для переноски, это нормально в пакете ее подержать, но потом из пакета хотя бы верхушку нужно будет освободить. Вот так она прекрасно нарезается. Куличи здесь я делала на александрийском тесте в предыдущем видео. Ссылку я вам оставлю в описании под данным видео. Очень насыщенные, мега сливочные. Очень долго они хранятся.
И также есть и другие рецепты куличей на моем канале. Все ссылочки я вам оставлю в описании к данному видео. Очень советую ее приготовить, эту глазурь. Если вы сомневаетесь, советую на маленькую порцию приготовить ее заранее и просто попробовать ее на вкус. Просто взять какую-то дрожжевую булочку, покрыть или кексик, покрыть этой глазурью и посмотреть, как вашей семье понравится это. Настоятельно всегда всем советую. Все пасхальные рецепты проверять заранее. Вот это важно. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Всех я поздравляю с наступающим великим праздником Светлой Пасхи Христовой и всем желаю удачной пасхальной выпечки.